27 июля исполнилось 110 лет со дня рождения одного из людей, принадлежащих к плеяде самых ярких и неординарных сотрудников отечественных спецслужб, Николая Ивановича Кузнецова. Его жизненный путь выглядит сложным и запутанным даже по меркам куда как непростых судеб бойцов невидимого фронта, а уж уход из жизни и вовсе представляется сплошным клубком тайн, загадок и противоречий, которые не удалось распутать по сей день. Нельзя не упомянуть и о трагической истории посмертной памяти этого героя, чей прах, так уж вышло, оказался захоронен на территории Украины, с которой связаны почти все его военные подвиги. Совершенно однозначным можно считать лишь одно – тот выдающийся вклад, который Николай Кузнецов внес в разгром самого страшного врага нашей Родины – в победу в Великой Отечественной войне. Разведчик от Бога самое интересное, что оснований любить советскую власть у будущего героя Советского Союза, кавалера 3 орденов Ленина, офицера НКВД Николая Кузнецова, изначально не было ни малейших. Скорее уж, по меркам некоторых наших современников, имеющих явственный либерально-демократический вывих головного мозга, он должен был ее патологически ненавидеть. Еще бы, ведь в 1929 году нашего героя, отчаянно рвавшегося к знаниям, выкинули из Талицкого лесного техникума с формулировкой «за сокрытие кулацко-буржуазного происхождения», а заодно исключили из комсомола, что было уже куда серьезнее, поскольку в те времена закрывало перед молодым человеком едва ли не все двери. Кстати, диплома техникума, в котором Кузнецов со временем все-таки восстановился, он так и не получил. Вернул себе Николай и комсомольский билет, но снова лишился его уже буквально в следующем году, когда влип в предельно странную историю с какими-то приписками в лесхозе, куда он устроился на работу, добравшись в своих странствиях до Республики Коми. При этом бытует версия относительно того, что сигнал о творящемся безобразии в органы поступил как раз от самого Кузнецова, в результате чего он и отделался годиком исправработ, в отличие от других фигурантов дела, схлопотавших солидные лагерные срока. Как бы то ни было, после этого жизнь Кузнецова шла, что называется, ни шатка ни валка, менялись города, конторы, в которых он трудился, но в целом ничего значительного вроде бы не происходило. Занимаемые им должности совершенно не вяжутся с представлением о человеке, ставшем впоследствии воплощенным кошмаром для гитлеровцев, отстреливавшим их генералов и офицеров, как Зайцев, какой-то расцеховщик, учетчик, оценщик. Впрочем, примерно с начала 30-х годов биографию Николая Кузнецова как раз и окутывает тот самый густой туман, сквозь который нам придется продираться, говоря о дальнейшей его жизни. Причина проста. В этот период начинается его сотрудничество с органами государственной безопасности. Кое-кто из исследователей склонен считать, что органы взяли на карандаш парня с повышенным чувством справедливости еще во время истории с приписками. Лично мне более правдоподобной кажется версия, в рамках которой будущего истребителя нацистов приметили в годы коллективизации, когда он принимал участие в крайне рисковых делах бок о бок с сотрудниками АКПУ. И их поразило невероятное хладнокровие Кузнецова и его способность действовать четко и безукоризненно в самой опасной обстановке, без которых любой солдат тайной войны обречен на гибель, причем бесполезную. Так или иначе, но очень многие впоследствии говорили об этом человеке. Разведчик от Бога, Кузнецов, Шмидт, Петров, Зиберт. Настоящая биография нашего героя может быть написана разве что на основе материалов из самых засекреченных спецхранов госбезопасности. Да и какое жизнеописание прикажете считать настоящим, если жизни у нашего героя было даже не 2, а намного больше? В середине 30-х годов он вовсю работает с иностранными специалистами на Уралмаше под псевдонимом «Колонист». В 1936 году его с завода выгоняют за прогулы, а в 1938 он вдруг оказывается в камере Свердловского НКВД, где проводит несколько месяцев. Оперативная комбинация? Чья-то разработка? Проверка в рамках наведения в органах порядка Берий? Кто же теперь скажет? В любом случае, в 1938 году Кузнецов обнаруживается в аппарате наркома внутренних дел Коми АССР Михаила Журавлева. Вот оттуда-то и начинается его настоящий взлет, причем прямиком на самый верх, в центральный аппарат НКВД СССР, в Москву. Журавлев передает талантливейшего оперативника лично с рук на руки начальнику Главного управления госбезопасности НКВД Леониду Райхману. Тот, быстренько рассмотрев, что за самородок, удалось выловить в далекой провинции,
использует новоприбывшего с максимальной отдачей. Кузнецов получает статус спецагента, приравненный к оперативному оперуполномоченному центрального аппарата. По тем временам карьера просто невероятная. С этого момента, собственно, жизнь советского гражданина Николая Кузнецова заканчивается, и начинается его деятельность в ипостаси Рудольфа Шмидта, немца из колонистов, вполне неплохо устроившегося в СССР. Легенда оказалась столь живучей, что впоследствии просочилась даже в некоторые биографии разведчика. Кстати говоря, одним из моментов, сыгравших тут очень важную роль, было совершенно исключительное владение Кузнецовым немецким. Никто по сей день не может убедительно объяснить, где и каким образом он освоил его в таком совершенстве. Кто-то пишет о смышленом мальчике, который увлекся языками еще в техникуме, но звучит это как-то неубедительно. Смышленый-то смышленый, но способность говорить на 6 основных диалектах, существующих в Германии так, что подвоха не чувствовали даже коренные жители соответствующих регионов. К тому же, помимо немецкого Кузнецов шпарил как на родных, на коми-пермяцком, польском, украинском и вдобавок эсперанто. Скорее всего, он попросту был лингвистическим гением, наделенным выдающимися способностями от рождения и сумевшим многократно приумножить их собственным трудом. Кстати, образ Шмидта был далеко не последним перевоплощением нашего героя. Уничтожать оккупантов он будет под именем Пауля Зиберта, а в секретной диверсионной школе НКВД значится под именем Петрова. Интересно, а не было ли среди ее курсантов еще и некоего Баширова? Оперативник или ликвидатор? Немало споров относительно нашего героя ведется по теме его, так сказать, профессиональных талантов. Разведка, простите за банальность, дело тонкое и многогранное. Она представляет собой механизм, состоящий из множества сложнейших и самым тесным образом связанных между собой деталей. Это и добывание информации, и ее проверка, и специальные операции, в том числе связанные с ликвидацией врагов государства, особенно во время войны. Так уж вышло, что в историю Николай Кузнецов вошел как раз благодаря последним. Однако если учесть, что работать на НКВД он начал задолго до войны, то следует признать, что в деле добывания секретов, вращаясь в образе Рудольфа Шмидта в кругах немецких дипломатов, технических и военных специалистов, высот он достиг также немалых. Перевоплощение было столь полным, что на разведчика дождем сыпались сигналы в его же родной НКВД. Кстати говоря, даже в годы Великой Отечественной войны, перейдя в возглавляемое легендарным Павлом Судоплатовым 4-е управление НКВД, специализировавшееся прежде всего на силовых акциях во вражеском тылу, Кузнецов не только занимался дерзкими ликвидациями оккупантов, но и добывал ценнейшие разведданные. Как минимум 3 из его сообщений о постройке гитлеровцами под Винницей ставки Гитлера «Вервольф», о подготовке ими операции «Большой прыжок» по ликвидации лидеров Большой Тройки в Тегеране и о планах нацистов относительно наступления на Курской дуге уже сами по себе тянут название героя. Тем не менее, вдобавок ко всему этому, действовавший в образе обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта, сперва его для пущей важности хотели залегендировать как офицера Люфтваффе, но после прохождения стажировки в лагере для немецких военнопленных пришли к выводу, что тыловика он сыграет убедительнее. Разведчик сумел лично отправить на тот свет 11 представителей высших кругов нацистской военной машины, спецслужб и оккупационных властей Рейхскомиссариата Украина и Дистрикта Галиция. Действуя в составе специального отряда НКВД, победители, под руководством Дмитрия Медведева в столице Рейхскомиссариата Ровно и впоследствии автономно во Львове, Кузнецов наносил смертельные удары внезапно и выверенно, иногда действуя на грани самоубийственного риска. Единственной целью, до которой ему так и не удалось дотянуться, был рейхскомиссар Украины Эрик Кох, уничтожение которого, собственно, и было основной задачей, ставившейся перед ним центром. Смерть, окутанная тайной, увы, этот факт впоследствии станет основной для множества спекуляций и домыслов. Некоторые исследователи попытаются строить на нем версии о том, что Кузнецов и его соратники, убитые 9 марта 1944 года в селе Баратин бандитами из УПА, на самом деле были ликвидированы по приказу из Москвы за невыполнение задания, или, что еще фантасмагоричнее, в связи с работой на польскую и английскую разведку. Это, конечно же, полный бред. По поводу возможной перевербовки, в первую очередь, Кузнецов был патриотом своей родины наивысшей пробы, что сполна доказал всей жизнью и собственной смертью.
К тому же, как я уже говорил выше, ценнейшая информация, регулярно поступавшая от Кузнецова, с лихвой компенсировала его неудачи с Кохом. Да и в любом случае подобного рода акция точно не проводилась бы руками головорезов-бандеровцев. Кстати говоря, изрядную путаницу в историю гибели разведчика внес его боевой соратник Медведев, чье изложение трагедии основывалось на всплывшем впоследствии донесении националистов своим хозяевам из Абвера. В соответствии с ним Кузнецов был захвачен ими в плен и расстрелян. Однако позднее выяснилось, что версия, изложенная в этой депеше, ложь, как это в основном и было во всех случаях, касавшихся гнусно прославленной освободительной организации. Такие люди, как Кузнецов, старались не даваться живыми в руки ни гитлеровцам, ни их прислужникам. Разведчик подорвал гранатой себя вместе с пытавшимися захватить его бандеровцами, и этот факт впоследствии был подтвержден экспертизой его останков. Другое дело, что вопрос о том, как уходившая к линии фронта во главе с ним группа оказалась в ловушке, и почему на нее с такой невероятной точностью вышли бандеровцы, словно бы наверняка знавшие кого и где искать, так и не получил исчерпывающего ответа. Кое-кто, в частности, другой соратник Кузнецова, Николай Струтинский, склонны были видеть причины этого предательства в среде подпольной организации ровно, в том числе даже некоторых ее руководителей. Не сбрасывать поспешно со счетов эту версию заставляет, в частности, таинственная история гибели двух женщин, Лидии Лисовской и Марии Микоты, сыгравших в деятельности ровенского подполья, и, в частности, самого Кузнецова, весьма значительную роль. Они были застрелены в октябре 1944 года по утверждениям очевидцев, людьми в советской военной форме. Причем произошло это в процессе следования женщин в Москву для награждения орденами Отечественной войны. Расследование инцидента было под личным контролем Павла Судоплатова, однако завершилось оно ничем. Есть данные о том, что Лисовская до этого говорила о наличии у нее сенсационных сведений о работе подполья, при оглашении которых полетят большие головы. Так уж сложилось, что прах Николая Кузнецова, большинство посвященных ему памятников и названных в его честь населенных пунктов после 1991 года оказались на территории незалежной Украины. Порочить и пытаться смешивать с грязью его светлую память, почувствовавшие полную свободу, националисты принялись еще в 90-е годы. Мемориалы разведчику во Львове и Ровно были разрушены в 1992 году по их требованию на том основании, что западноукраинские патриоты объявили Кузнецова террористом и убийцей украинцев. Это, к сведению тех, кто считает, что свихнулась эта страна в 2014-м. Подло убитый бандеровцами разведчик был стократно оболган их гнусными последующими. Вопрос о передаче праха Николая Кузнецова России не решен по сей день в связи с категорическим отказом украинских властей отпускать на родину останки ненавистного им героя.